Всем привет! 8 ноября закончился очередной гильдейский сезон в Альбионе. Данный сезон не имел порядкового номера и длился всего 6 недель, что в 2 раза меньше, чем стандартный. Оригинального боевого маунта разработчики решили не создавать и по итогу раздали участникам башенные колесницы. Этот маунт был создан как награда за 5-й сезон гильдий и стал тогда вторым наградным боевым маунтом. Кому интересен обзор на колесницу, посмотрите мое старое видео по подсказке. С тех пор колесница мало изменилась по характеристикам, а скиллы так и вовсе остались без изменений. Но перейдем к итогам сезона. В первой тройке русскоязычных, как и известных старых гильдий, не оказалось. И первое место заняла англоязычная The Lonely Man. На втором месте восточноазиатская гильдия Hadoop, а третье заняла испаноязычная Be Careful. Лучшей в Рукоме и единственной ру-гильдией в Даймонде стала Annexia. Это второе подряд первое место для Annexia в нашем неофициальном топе русскоязычных гильдий. Шестое же место в общем топе это тоже очень неплохо. А если посмотреть на динамику прогресса гильдии по сезонам, то картина просто впечатляет. Ну и топ-1 второй сезон подряд говорит нам о том, что в Рукоме новый фаворит. Будет интересно посмотреть, что покажет Annexia в 14 сезоне, который стартует очень скоро. Второе место в Рукоме и 13-е в общем зачете у Black Order. Второй сезон подряд не в Даймонде, но топ-1 ру-гильдия хотя бы лучшая в Золотой Лиге. Как думаете, в Next сезоне они пробьются в Даймонд? Мне кажется, уже пора бы, целых 2 чел-сезона прошло. Третий сезон подряд на третьем месте в Рукоме Hammerfall. Это при том, что гильдия отыграла всего 4 сезона. Кроме того, новые Хаммера 15-е в общем зачете и совсем немного отстали от БО. Смогут в 4-й раз подряд войти в тройку? Будем посмотреть. Сразу за Hammerfall на 16 месте в общем рейтинге расположилась Toxic Squad. Это лучший результат в истории гильдии и 4-е место в Рукоме. Отличный и, надеюсь, не единичный результат, расти еще есть куда. 5-е и 20-е место заняли Grimside. Это для них лучший результат в истории, но с другой стороны, из 5 отыгранных сезонов гильдия 4-жды попадает в Золотую Лигу, и Grimside просто не опускает планку. Очень стабильная и достаточно сильная гильдия. Rightness 6 в Рукоме и 27 в общем зачете. 3 сезона живет гильдия и 3 раза попадает в золото. При этом 27 место в общем зачете это лучший результат в истории гильдии. А 6 в Рукоме 2-й сезон подряд. Очень интересную статистику предоставляет нам сезон. 7 и 29 место etc. Приятный сюрприз. Практически всю историю гильдия плелась во 2-3 сотни, а сейчас попадает в топ-30 и Золотую Лигу. Мои поздравления. Надеюсь, это не разовый феномен и станет хорошим правилом. На 8 и 30 в этот раз Hammer and Cycle. В прошлом сезоне старые Хаммера были на 2-м месте, а в позапрошлом на 1-м. И сейчас, несмотря на 8 место в Рукоме, 30-й в общем зачете это очень серьезный результат, и приятно видеть одну из старейших гильдий в игре на высоких местах. 9 и 37 место занимает Взвод. Прошлые 2 сезона гильдия была далеко в серебре, но в этом, похоже, ребята поднапряглись и оказались далеко не последними в золоте. Замыкает нашу десятку на 40-м месте в общем зачете Wargods. Хорошее место для банды Луковки. Приятно видеть их в золоте после 2 сезонов перерыва. Обычно после 10 места я начинаю просто перечислять гильдии, так как раньше последние места из первой десятки занимали гильдии из Серебряной Лиги. Но в этот раз 11 в Рукоме, 49 в общем зачете и предпоследний в Золотой Лиге Альбион Чопперс. Как мы все помним, одна из самых влиятельных гильдий Альбиона. Попадает в золото 3-й раз за 15 сезонов. Стоит поаплодировать. Я просто похлопаю. Первая в серебре, 12-я среди ру-гильдий и 53-я в общем зачете Russian Guild. Второй сезон подряд РГ первые в серебре. Стабильность. Сразу за ними на 54-м расположилась Ямайка. В топ-100 в общем зачете попали The Jackals, Grizzly Bears, Dunmet и Login Horizont. Также стоит упомянуть русскоязычные гильдии, попавшие в Серебряную Лигу, но оказавшиеся во 2-й и 3-й сотни. И это Diamond, Real Beers, Annexia 2, 47 регион, Praetorian Army, Mushroom Overdose, Misfits, Nordic Tribe, Immortal Phoenix, Priest, Anti-Positive, XXI Back,
Rilaniara. И Total Energy. Ну и подведем итоги сезона. Руком оправдал мои надежды на активизацию после 13-го провального сезона. Наши все-таки вернулись в Diamond, и в этом сезоне это абсолютно новая гильдия. В золоте у Рукома также заметен прогресс. В прошлых 2 сезонах золото взяли 9 и 6 гильдий. Нынче их аж 10, и среднее занимаемое место в общем зачете заметно выше, чем в прошлых сезонах. В серебре наши тоже заметно подтянулись, и абсолютное большинство гильдий расположились в 1 и 2 сотне, в то время как в прошлом сезоне примерно половина серебряной лиги оказалась в 3 сотне. В общем, результат хороший, но посмотрим, что нам покажет новый сезон, который начнется через 1,5 недели. Плюс в Альбион завезут крупное обновление, которое затронет практически все аспекты игры, в том числе и гильдейские сезоны. И будет интересно посмотреть, как это повлияет на результаты наших гильдий. А я благодарю всех за просмотр, лайк, дизлайк, подписка, всем пока! Рилунаяра, Райлунейайра.